Всем привет, друзья! В этом видео хочу показать вам замечательную модель товарного вагона от фирмы Mini-Art. В этом году Mini-Art активно развивает железнодорожную тему, и на сегодняшний день выпущено уже 2 товарных вагона, 1 платформа и 1 вагон для перевозки людей, так называемая теплушка. Но это еще не все, в будущем мы увидим и другие модели. А также не стоит забывать, что ранее у Mini-Art вышло множество аксессуаров на железнодорожную тему. Обзоры на многие из этих наборов есть у меня на канале. Для тех, кто еще не видел, ссылочки я оставлю в описании под видео. Сегодня же у меня на обзоре первая модель, которая была выпущена в этом году. Крытый товарный вагон грузоподъемностью 18 тонн. Масштаб модели, конечно же, 1:35. На бокс-арте изображена часть состава. Здесь 2 одинаковых вагона в сцепке. Владимир Бут, как всегда, красочно и в деталях изображает будущую модель. Здесь можно рассмотреть варианты покраски, а также следы эксплуатации. Этим мне особенно и нравится бокс-арт от Владимира. Здесь можно почерпнуть идеи по нанесению везеринга. Ну и также можно отметить, что здесь у нас изображен зимний пейзаж. Хотя конкретно на этих вагонах это никак не отразилось. Давайте рассмотрим коробочку дальше. На одном из торцов расположены боковинки, это все варианты покраски данной модели. И здесь, как видите, их целых 6 штук. Вот, кстати, один из вариантов – это вагон в зимнем камуфляже. Но подробно все варианты мы рассмотрим уже на инструкции. Больше на коробке смотреть не на что, и давайте переходить к содержимому. Внутри коробки находится достаточно массивный пакет с литниками. Видно, что здесь есть достаточно крупные детали. Сюда же вложен конверт с фототравлением и лист с декалями. На дне коробки инструкция, с которой мы и начнем наш обзор. Итак, инструкция. У Mini-Art она представляет собой вот такую вот удобную книжечку с полноцветными страницами, на которых изображены варианты покраски. На обложке представлен один из самых насыщенных вариантов, ниже схематическое изображение вагона и некоторые подробности о модели. Например, здесь сказано, что модель высоко детализирована, двери и окна могут быть зафиксированы как в открытом, так и закрытом положении, колеса могут быть собраны как под европейскую, так и под русскую колею, собственно, сами колеса рабочие, в наборе даны детали из фототравления, также присутствует декаль на 6 вариантов, и также в набор включен участок железнодорожного пути, а именно европейская колея. Следующая страница начинается с одного из вариантов покраски. Здесь довольно много всевозможных обозначений, это цвета и декали. Первый вариант у нас это спецвагон СССР, район Ковеля, июнь 1941 года. Это наиболее насыщенный декалями вариант. Посмотрите, здесь сколько надписей по всему вагону. Также на раме присутствует целый ряд обозначений, а еще надписи на передней и задней части. Очень интересная, зрелищная модель должна получиться. Следующий вариант – вагон в зимнем камуфляже. Просматривается здесь основной цвет, как на предыдущей модели, и закрашен он, похоже, известью. Как видите, в местах, где находятся надписи, камуфляж не нанесен. И также очень хорошо заметно, что на рабочих частях вагона камуфляж так изрядно потерся. Например, это очень хорошо видно на запоре двери. И это у нас вагон с эшелона обеспечения одного из фронтов Красной Армии. Восточная Европа, январь-февраль 1945 года. То есть, если предыдущий вагон был с начального периода Великой Отечественной войны, то здесь уже окончание. Конечно же, вы можете исполнить этот вагон без зимнего камуфляжа с теми же самыми надписями. Также вот из интересных декалей хочу выделить грузоподъемность вагона 18 тонн. Здесь вот указано годен под хлеб. На втором варианте 40 человек или 8 лошадей. То есть вот таким вот образом указывается и предназначение вагона. На следующей странице начинается раскладка литников. Все отпечатано очень четко, очень качественно. Прекрасно читаются цифры и прекрасно просматриваются все детали. Здесь также расположена схема листа с декалями и плата фототравления. На следующей странице также расположена схема деталей на литниках
и ниже уже начинается инструкция. Сборка модели начинается с рамы и ходовой части, и сразу хочу сказать, что она здесь очень здорово детализирована. Посмотрите, прорабатываются все балки, все механизмы. Вот такая вот интересная конструкция в середине рамы. Также вот на этом этапе уже необходимо решить, на какую колею вы собираете вагон. На оси находятся посадочные места, и необходимо отрезать лишние. На следующих 2 страницах продолжается сборка рамы, и в очередной раз я убеждаюсь, насколько здорово она детализирована. Посмотрите, сколько всевозможных мелочей сюда устанавливается. Очень здорово проработанная конструкция. Устанавливаются заранее собранные рессоры и колесные пары. В инструкции очень удобно ориентироваться, поскольку элемент, собранный на предыдущем этапе, закрашен серым цветом. Ну и также хочу заметить, что вагон — это вещь симметричная, и практически каждый этап необходимо здесь повторить по 2 раза. То есть это либо передняя и задняя часть, либо левый и правый борт. На следующей странице начинается сборка корпуса вагона, и также, как я и сказал, здесь на каждом этапе присутствует метка «Повторить по 2 раза», а на окошках целых 4 раза. Кстати, вот та самая особенность, о которой говорилось в начале инструкции. Окошки могут быть исполнены как открытыми, так и закрытыми. Причем здесь добавлены также фототравленные замочки, которыми, собственно, это окно и запирается. Исполнено все очень реалистично и достоверно. Далее собираются стенки вагона. На следующей странице стенки устанавливаются на основание. Устанавливаются перекладины и еще некоторые детали. И на следующей странице уже собирается сдвижная дверь. Здесь она очень здорово детализирована, дополнена фототравлением, и судя по тому, что здесь присутствует метка без клея, скорее всего она сможет свободно двигаться. Мне очень нравятся интерактивные модели, здесь не придется выбирать, в каком положении фиксировать дверь. Вы всегда сможете ее открыть или закрыть. Из фототравления собираются запоры, металлические направляющие, а также некоторые другие элементы на двери. На следующей странице собирается крыша, и вот уже даже из инструкции видно, что она детализирована изнутри и снаружи. Миниарт не пропускает даже самых труднодоступных мест, так что интерьер вагона будет проработан на все 100%. Вот посмотрите, таким образом выглядит внутренняя часть вагона. На этом этапе на модель устанавливается крыша и фототравленный замочек на сдвижную дверь. На следующих этапах идет работа с оставшимися мелочами. Это буфера и сцепное устройство. Здесь также присутствует вариация сборки. За кольцо на крюке можно закрепить либо 2 вот такие вот детали, либо такую скобу. Ее нужно будет предварительно разрезать. Ну и последнее, что касается вагона, на него устанавливается вот такая вот цепочка, которую необходимо изготовить самостоятельно. Я думаю, никакого труда это не составит, а такая мелкая деталь только украсит вашу модель. На последней странице также расположена схема сборки железнодорожного полотна. Оно потрясающе детализировано и имеет довольно много мелких деталей. Так что не только вагон, но и сама железная дорога будет привлекать к себе внимание. На следующей странице расположен ряд наборов мини-арт, которые очень здорово дополнят сцену с этим вагоном. Здесь находится железнодорожная колея европейского образца. Это обычный набор с железной дорогой, а это вариант с тупиком. Обзор на оба этих комплекта есть у меня на канале. Далее расположены очень интересные и колоритные аксессуары. Это бетонные телеграфные столбы, колонка для заправки паровозов водой, семафор, а также металлические столбы с силовой линией. Все эти модели также проработаны во всех подробностях. Как я и сказал, ссылки на обзоры этих наборов будут в описании под видео. Ну и ниже расположен пешеходный мост, который, вероятно, проходит над железнодорожными путями, и набор железнодорожных аксессуаров, в который входит множество интереснейшего инвентаря.
На последней цветной странице расположены другие варианты окраски модели. Первое – это захваченный товарный вагон из состава Брест-Литовской железной дороги, используемый вермахтом для транспортных нужд 1941-1942 годы. Этот вагон также насыщен всевозможными надписями. Здесь присутствуют как и русские обозначения, также и надпись «Вермахт». Что вот интересно, год осмотра вагона, если я правильно понимаю, стилизован как рукописный шрифт. Тоже очень интересно и оригинально смотрится. Следующий вариант окраса – это имперское управление железных дорог 41-45 годы. То есть такой вот типовый немецкий вагончик без дополнительных опознавательных знаков. Ниже на этой странице находится таблица с необходимыми цветами. Здесь, как всегда, коды для ряда производителей, а также название цвета. Ну и, наконец, на последней странице расположены оставшиеся два варианта окраски. Здесь вот нас предупреждают, что для этих вариантов необходима русская железнодорожная колея. В набор она не входит, но выглядит коробочка вот таким вот образом. Итак, первый камуфлированный вариант – это вагон эшелона обеспечения из состава неустановленного советского бронепоезда 41-42 годы. Никаких опознавательных знаков здесь нет, только номер 5. Камуфляж нанесен только по бортам вагона. Спереди и сзади он отсутствует. И еще один вариант окраса совершенно без опознавательных знаков – это имперское управление железных дорог, Харьков, зима, 43 год. Все-таки один опознавательный знак здесь есть – это грузоподъемность вагона 18 тонн. Все остальное видно, что было стерто вместе с краской, и здесь проступает естественный цвет дерева. Тоже по-своему достаточно оригинальный вид. На этом инструкция завершена, и мы переходим к пластику. Я уже отобрал уникальные литники, и на фоне общего количества здесь их не так уж и много. Давайте теперь рассмотрим все по порядку. Обзор пластика мы начнем с такого небольшого литника, на котором у нас отлито колесо и рессора. Таких литников в наборе 4 штуки. Давайте рассмотрим поближе. Замечательно отлитая рессора. Хорошо просматриваются все листы. На нижней части есть небольшой стык от половинок пресс-форм, но он легко удаляется. Колесо отлито четко и без дефектов. Чувствуется, какое оно в реальности массивное. Это ощущение не пропадает даже в пластике. Единственное, что здесь смущает, это подвод питателей. Посмотрите, они упираются в самое ребро. То есть убирать их придется очень аккуратно, чтобы не нарушить геометрию колеса. Также вот они немного захватывают лицевую сторону. Но благо деталь несложная, и я думаю, с отделением никаких проблем не будет. В остальном, как я и сказал, колесо замечательно отлито. Аккуратная окружность, сквозные отверстия, никаких дефектов. Следующий небольшой литник. Здесь расположено несколько балок, ровные аккуратные детали, и на них также пролиты металлические элементы. Вот посмотрите, сымитировано, как балки охватывает скоба, и эта скоба зафиксирована гайками и клепками. Детали отлиты аккуратно и без каких-либо дефектов. Еще один небольшой литник, это снова скобы, также небольшая ручка и колесико для сдвижной двери. Прекрасно отлиты мелкие элементы, все четко и без дефектов. Внутри скоб также пролиты гайки и заклепки. Стыка от половинок пресс-форм на такой непростой детали я практически не наблюдаю. Все отлито очень аккуратно и качественно. Следующий литник. Здесь детали ходовой части, скорее всего рама, а также детали буфера. Давайте посмотрим поближе. Здесь замечательно аккуратно отлит крючок. На раме также сымитированы гайки. Вот еще один элемент со множеством заклепок. Ниже из двух половинок собирается элемент буфера. Насколько я знаю мини-арт, со стыкуемостью этих половинок никаких проблем не возникнет. И вот также из двух половинок собирается букса. Еще один небольшой элемент со сквозным отверстием. Прекрасная аккуратная деталь. Следующий литник и снова детали рамы. Детали в целом довольно похожи друг на друга.
Ну и отлиты все также замечательно и без дефектов. На всех деталях также сымитированы гайки, заклепки. Кое-где присутствует стык от половинок пресс-форм, но на таких прямых деталях он убирается безо всяких проблем. Далее еще один литник. Здесь также детали рамы, ну и несколько других более уникальных элементов. Вот посмотрите, такая вот скоба сложной формы. Собственно, деталь рамы, тоже со множеством элементов. Тонкие аккуратные детали. И вот такие вот интересные полозья, по которым скользит сдвижная дверь. Такая длинная деталь отлита ровно и аккуратно. Кстати, она имеет еще довольно интересный профиль. Очень реалистично и детально все проработано. Переходим к корпусу вагона. Первый небольшой литник. Здесь расположена одна боковая стенка, а также часть сдвижной двери. Лицевая сторона стенки. Посмотрите, прекрасно сымитирована фактура дерева. Прекрасно пролита расшивка между досками. Очень реалистичная получается поверхность. Здесь также имеется отверстие под окошко, и на нем сымитированы металлические элементы. С обратной стороны также замечательно пролита фактура дерева. Великолепно исполненная деталь. Ни единого дефекта, ни единого следа от толкателя. Отличное качественное литье с двух сторон. Здесь вот с обратной стороны пролиты такие балки, которые закреплены вдоль бортов вагона. В них, как видите, имеются отверстия, и скорее всего сюда укладываются полки или какие-то поперечные балки. Возможно, эти элементы будут задействованы в будущих модификациях, например, в вагоне теплушки. Или же здесь закрепляются полки для перевозки товара. В любом случае в этой модели ничего не предусмотрено, и вагон абсолютно пустой. Но его всегда можно заполнить аксессуарами от Mini-Art, благо их предлагается в избытке. Например, здесь замечательно будут смотреться большие ящики. Следующая деталь – это часть сдвижной двери. Здесь также сымитирована фактура дерева, сымитирована расшивка между досками, также нанесена клепка и сымитированы металлические уголки. Также вот посмотрите, пролита диагональная деталь, и на ней также присутствует фактура дерева. Следующий литник с самыми разнообразными элементами. Здесь продольная деталь рамы. Посмотрите, длинная такая замечательная деталь. Множество мелочей отлито, множество клепок. Деталь проработана с обеих сторон. Здесь также присутствуют клепки. Деталь имеет такой П-образный профиль. Очень реалистично и достоверно сымитировано. Также на этом литнике присутствуют другие части рамы. Центральный механизм, который чем-то напоминает пружину. Видимо, он работает при стыковке вагонов. Далее пара мелких деталей. Замечательная массивная ось. Петля сцепного устройства. Уголки с заклепками. Вот они, буфера. Также замечательно отлиты. Здесь единственное, что присутствует стык от половинок пресс-форм, но он также, я думаю, без труда уберется. Все остальные детали пролиты без каких-либо дефектов и выглядят просто замечательно. Также здесь находится длинная, тонкая, аккуратная деталь сцепного устройства. Посмотрите, здесь такая длинная, тонкая тяга, которая заканчивается аккуратно отлитым крюком со сквозным отверстием. Ну и самая крупная деталь на этом литнике – это половинка пола. Доски здесь гораздо шире, чем на бортах. И здесь также сымитирована фактура дерева и пролита расшивка между досками. Ну а по краю сымитирована металлическая окантовка с заклепками. Вот посмотрите, даже нижняя часть вагона здесь пролита с фактурой дерева. Прекраснейшая детализация и потрясающее внимание даже к самым труднодоступным деталям. И, наконец, последний литник, который относится к вагону. Он здесь самый крупный. Здесь детали корпуса, деталь крыши,
а также оставшиеся детали рамы. Посмотрите, крыша состоит из таких вот металлических, видимо, пластин. Прекрасно пролита расшивка между ними. Единственный небольшой недочет я заметил, здесь присутствует такая вот маленькая утяжина. Далее я покажу, откуда она взялась. Далее сдвижная дверь. Здесь также замечательно сымитирована расшивка и фактура дерева. Также нанесены металлические элементы, гаечки. Все замечательно и достоверно исполнено. Еще один борт вагона аналогично выполнен. И вот она, передняя и она же задняя стенка. Здесь также присутствует замечательная имитация дерева. С обратной стороны все детали корпуса также детализированы. Везде присутствует имитация дерева. На боковинках аналогичные балки отлиты. Внутренняя часть сдвижной двери и внутренняя часть крыши. Изнутри крыша также обшита деревом, и посмотрите, здесь это прекрасно сымитировано. Вот здесь ближе к центру находится такой небольшой кругляшок. Не знаю, что это такое, но именно из-за него появилась небольшая утяжина с обратной стороны. Возможно, это какая-то заглушка, и в других модификациях здесь присутствует отверстие. Ниже находится масса всевозможных балок. Все детали пролиты ровно и аккуратно. На множестве из них также присутствуют заклепки и гаечки. Две одинаковые детали – это окошки, замечательно пролиты. И вот еще небольшой такой крючок. И последний пластик в наборе – это участок железнодорожного пути. В комплекте присутствует 4 одинаковых литника. Давайте рассмотрим один из них. Здесь у нас расположено 5 шпал, 1 рельса, а также множество мелочевки. Посмотрите, вот эти вот гаечки – это крепление рельсы к шпале. Далее пластины, которые скрепляют 2 рельсы. И вот что еще хочу отметить. Здесь, как я и сказал, 5 шпал, и каждая из этих шпал выполнена уникально. То есть каждая деталь имеет свои уникальные трещины. Ну и, конечно же, поскольку это дерево, здесь также сымитирована реалистичная фактура. Также на шпале отлиты металлические элементы и сымитированы гаечки. Рельса простая, прямая, аккуратно отлитая деталь. Длина железнодорожного полотна из набора получится около 34 см, а длина вагона около 20. Так что остается небольшой запас для исполнения какой-либо сцены. На этом обзор пластика завершен. Как я и сказал, уникальных литников здесь не так уж и много. И нам осталось рассмотреть фототравление и декали. Плата фототравления здесь небольшая. В основном это металлические уголки на двери, полозья для этой же самой двери, а также замок и запоры. Детали исполнены без каких-либо нареканий. Тонкое, мягкое, качественное фототравление. Даны все необходимые отверстия, даже самые маленькие детали выполнены без дефектов. Вот посмотрите, каким способом исполнен замок. Дужка его с одного края не прилегает к корпусу, так что его легко можно будет одеть на петлю. И также, например, можно будет отогнуть эту дужку и исполнить висящий открытый замок. Фототравление с обеих сторон защищено пленочкой. Таким образом, мелкие детали не потеряются при отделении. И, наконец, рассмотрим декаль. Здесь она достаточно богата, достаточно обширна. Но я думаю, вы помните, насколько насыщенные надписями были некоторые варианты окраса. Вот они здесь все надписи. Годен под хлеб, эмблема Советского Союза, надпись «Вермахт», звезда, 40 человек, 8 лошадей, даты осмотра вагона, капитального ремонта, если я правильно понимаю. Также принадлежность какой-либо железнодорожной линии, например, Брест-Литовский, Ковель и так далее. Грузоподъемность вагона 18 тонн. А также, вот что я еще не сказал, на варианте окраски, это тара 8 тонн. То есть пустой вагон весит 8 тонн.
Тоже интересная информация. Декаль, насколько я могу судить, имеет очень тонкую подложку, и эта подложка максимально близко очерчивает контуры надписей. Таким образом, декаль будет очень легко вырезать и наносить. Ну и также я не наблюдаю каких-либо дефектов цвета или смещения рисунка. Итак, друзья, вот с таким вот замечательным товарным вагоном дебютировала компания Mini-Art в вагоностроении. И я считаю, этот дебют удался на 100%. Уверен, из этого набора получится великолепная, прекрасно детализированная модель, которая будет отлично смотреться на полке или на диораме. Очень понравились мне проработанные поверхности интерьера, а также во всех подробностях исполненная рама. Но и при всей своей детализации модель не производит впечатления сложной, так что я думаю, вполне ее можно рекомендовать новичкам. Все детали здесь достаточно крупные, ну и сборка также не думаю, что вызовет каких-то сложностей. Так что если вы увлекаетесь железнодорожной темой, то такие вагоны просто нельзя пропустить. Ну а я свой обзор заканчиваю и надеюсь, что это видео было вам интересным. А сейчас не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди у нас много интересного. На сегодня я с вами прощаюсь. Я благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч.